Добрый день, уважаемые зрители моего канала. Меня зовут Валерий Табаков, я юрист. Сегодня я возвращаюсь к тому видео, которое я выложил вчера по поводу теракта в городе Львов, который произошел 22 февраля 2026 года. Это трагическое событие, оно потрясло всю Украину. И, как обычно, я, опираясь на официальные источники, факты, буду давать объективный анализ произошедшего. Мы разберем по порядку от деталей самого теракта до его возможных причин, последствий для политической ситуации в стране, включая вопрос о предстоящих выборах. Это важно, потому что такие события не только сеют страх, но и влияют на наше будущее как нации. Давайте разберемся шаг за шагом. Теракт произошел в ночь на 22 февраля 2026 года около 0 часов 30 минут в центре Львова на улице Данилишина, 20. Это недалеко от торгового центра «Магнус» и оперного театра. По некоторым данным, взрывы прогремели также и на улице Шпитальной. Это была циничная, хорошо спланированная атака. Сначала поступил ложный вызов в полицию о проникновении в магазин. Звонок пришел из Харьковской области. Когда на место прибыли экстренные службы, включая полицейских, сработал первый взрыв. Затем второй, чтобы нанести максимальный ущерб. В результате погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, а более 20 человек получили ранения различной степени тяжести. На данный момент в больницах остаются 12 пострадавших, двое из них в крайне тяжелом состоянии. Мэр Львова Андрей Садовый назвал это циничным терактом, и правоохранители сразу же развернули расследование. Взрывные устройства были заложены в мусорные баки между 23 часами и 23 часами 30 минутами. И по данным камер наблюдения активированы дистанционно. Это не случайный инцидент, это часть более широкой стратегии дестабилизации, о которой я расскажу сейчас. Исполнительницей оказалась 33-летняя женщина, вот она на фотографии, из города Костополь Ровенской области. Это запад Украины, преимущественно украиноязычный регион. Она гражданка Украины и с сентября 2025 года временно проживала во Львове. Женщина самостоятельно приобрела компоненты для самодельных взрывных устройств в местном строительном гипермаркете и собрала их по инструкциям, полученным онлайн. После закладки взрывчатки она скрылась на такси. Задержание произошло всего через несколько часов после взрывов в районе Старого Самбора Львовской области, недалеко от границы с Польшей, по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Операцию провели совместно Национальная полиция и Служба безопасности Украины. Во время обысков изъяли доказательства ее причастности, и министр внутренних дел Игорь Клименко также опубликовал фото задержанной. Как юрист я отмечу, что это классический случай вербовки уязвимых людей для грязной работы. Вербовка произошла через Telegram. Кураторы из Федеральной службы безопасности России связались с женщиной и дали подробные инструкции по изготовлению взрывных устройств. Ей обещали 60 тысяч гривен. Это чуть больше 1000 евро.
но перечислили только часть на компоненты. Мотив банальный – закрыть долги. Президент Владимир Зеленский прямо подтвердил российский след. Он говорил, исполнители были завербованы через Telegram, организация теракта российская. Он также предупредил, что у разведки есть данные о планах России продолжать такие атаки. У нас есть данные разведки, что россияне собираются и дальше делать такие вещи, сказал Зеленский. В ответ он поручил силовикам МВД, Нацполиции, СБУ усилить меры по предотвращению диверсий, включая вовлечение общин и местных властей. И это не первый случай. Недавно похожий произошел в Одессе, где погиб полковник вооруженных сил Украины. Россия использует таким образом гибридную войну, чтобы дестабилизировать тыл, особенно в западных регионах. Подозреваемые вручили подозрения по 2 статьям Уголовного кодекса Украины, часть 3 статьи 258 «Террористический акт, повлекший гибель человека», и часть 1 статьи 263 «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами». Эти статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы без права на залог. Прокуратура готовит ходатайство о содержании под стражей, а расследование ведется под руководством Львовской областной прокуратуры. Устанавливается причастность других лиц, включая представителей России. Информация подтверждена официальными источниками: Офис Генпрокурора, МВД, СБУ, а также СМИ, вроде «Украинской правды», ТСН и РБК Украины. Похороны Виктории Шпильки запланированы на ближайшие дни. Как юрист я подчеркиваю, это дело должно стать прецедентом для ужесточения борьбы с терроризмом. Теперь перейдем к более широкому контексту. Как этот теракт скажется на предстоящих выборах в Украине? С начала войны в 2022 году в Украине действует военное положение, продлеваемое каждые 90 дней Верховной Радой. По статье 19 Закона о правовом режиме военного положения выборы президентские, парламентские или местные запрещены во время его действия. Зеленский недавно, 12 февраля, опроверг слухи о выборах или референдуме, назвав это абсолютно глупой идеей без прекращения огня. Россия предлагала перемирие на день выборов с условием внешнего управления под ООН, но Киев отверг это как вмешательство. Теракт усиливает аргументы за продление военного положения. Угроза таким образом существует не только на фронте, но и в тылу. Опросы показывают низкую поддержку выборов населением Украины в военное время, и этот инцидент 22 февраля 2026 года может сплотить общество, но одновременно снизить его аппетит к голосованию на выборах и референдуме. Что касается международной реакции, Запад признает риски, но настаивает на демократии. Россия может использовать теракт для пропаганды. В итоге теракт снижает шансы на выборы в ближайшее время, укрепляя статус-кво. И еще одна мысль. Разве России выгодно
дестабилизировать ситуацию, если она заинтересована в выборах? Оказывается, как ни парадоксально, да. И вот почему. Россия настаивает на выборах, но на своих условиях. Вывод войск, территориальные уступки, внешнее управление. Путин называет Зеленского нелегитимным, чтобы оказывать давление. Но дестабилизация – это инструмент, она создает давление для того, чтобы дискредитировать власть, посеять хаос, для того, чтобы выборы прошли на выгодных для Москвы условиях. Это не противоречие, это стратегия. Стабильная Украина – это угроза для Российской Федерации, а хаос позволяет использовать выборы для ослабления страны. Друзья, все это достаточно серьезно. Как юрист я призываю, полагайтесь на факты, поддерживайте единство, думайте, как вы относитесь к таким вот терактам и как, по-вашему, они влияют на предстоящие украинские выборы. Состоятся ли они в таких условиях? Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, подписывайтесь, чтобы не пропустить обновления. Берегите себя. С вами был юрист Валерий Табаков.